Всем привет! Сегодня 14 июня 2023 год, 8 часов утра ровно. Я нахожусь в Кемере, поселок Бельдиби, Турция. Нахожусь сейчас вот в отеле. Наконец-то я выбрался сюда. Жду заселения в номер. Поездочка, так сказать, была тяжеленькая. Весь этот перелет, но тем не менее я добрался. Пытаюсь с мамой связаться через интернет, потому что по телефону невозможно сдержать связь. Он за минуту чуть ли не 100 рублей здесь роуминг жирает, при учете, что она мне звонит. Так что вот такие вот дела. Вот такой вот здесь отель. Ну вот. Интересно, а вот сюда заходить можно? Мои вещи на ресепшене находятся. Я только вот въехал. Отель называется Get Enjoy. Турция, поселок Бельдиби. Где-то в районе Кемера. Вот эта вот гора, она мне казалась вроде бы визуально не такая высокая, но вот она... Облака ее покрывают, ее вершины. Вот. Так что вот интересно, вы представляете? Получается, что эта гора может быть даже высотой с километр. Хотя я в этом сильно не разбираюсь. Так на глаз не определить. Но раз она касается гор, облаков, сегодня 14 июня 2023 года. Вот просто для примера. Я пытался туда залезть, хоть как-то вот думал обойти, там трасса проходит возле нее. Но нет, там не забраться. Нету дороги, которая какая-то туристическая тропинка, которая хотя бы вот там бы вот вела бы. Ну ладно, мне тут звонят. «14 июня 2023 года, 16 часов 35 минут. Правда здорово? Только приехал, первый день. И ливень с грозой. Я не могу выйти ничего. Гроза и гроза. Потрясающе, правда? Да еще крыша протекает тут. 15 июня 2023 год, 11 часов 55 минут. Я нахожусь в поселке Бельдиби. Вот. Но я уже очень далеко ушел. Я не знаю, километров на 10. Я решил поисследовать, раз в горы нельзя забраться. И вот я нахожусь на побережье Средиземного моря. Ну, неожиданно, конечно. Ну, понятно. И вот что я вот увидел. Если мне память не изменяет, то я вижу гору Челыш. А это, в свою очередь, говорит о том, что я нахожусь относительно недалеко от Кемера, именно того Кемера, где мы были с мамой и моим младшим братом Ромой в 2019 году. Вот. Я просто шел в ту сторону. Я вообще хотел на гору забраться, ну, в смысле, найти дорогу в горы, а вот дошел вот до сюда. Ну, конечно, я туда не пойду, потому что, ну, я дойду в одну сторону, но это займет весь день, а я, извините, в тапочках в этих резиновых уже и так натирает, а это далеко не обувь путешественника. Вот. Ну, вот здесь пляж мне нравится больше, здесь и развернуться можно. Ну, здесь красиво. Вот эти вот скалы, правда, в них
какие-то туристы умудрились мусор позасовывать во всякие щели. Вот. Ну, здесь красиво, да. Так что вот, здесь гораздо лучше, чем на пляже от моего отеля. Во-первых, там небольшой закуток, и все. А здесь целый пляж. Я подозреваю, могу идти по этому пляжу там дальше и дальше и дальше. Нет, у нас Бельдиби, Турция, недалеко от Кемера. Время 13 часов 41 минута. Вот я нахожусь в отеле Get Enjoy на пристройке. Вон там находится на первом этаже моя комната, а я вот здесь вот. Здесь вот столики. Я сюда зашел перекусить. Я ходил почти до Кемера дошел перед обедом. Еле-еле успел на обед. Под самый конец, можно сказать. Вот такая здесь гора, не знаю, как она называется. Вот. Как-то так. «16 июня 2023 года, 5 часов 44 минуты. Поселок Бельдиби, Турция. Побережье Средиземного моря». Наглость — второе счастье. Вот этот кусок арбуза, это она со стола стащила. Все, прогнали. Всем привет! Сегодня 16 июня, 9 часов 34 минуты. Поселок Бельдиби, Турция. Я нахожусь на небольшой горке, горе. Я пытаюсь все забраться вон на те горы. Ну, пытаюсь найти дороги туда. Вот. Ну, я их не могу никак выискать, что-то более-менее такое приличное. Но я уже забрался вот на такую небольшую горку. Ну вот. Вон на чем я стою тут. Вон там Средиземное море. Попробую вон там пройти. Хоть там нет дороги, но там, по крайней мере, меньше всяких зарослей. И угол не очень прямой. Но придется спуститься опять вниз. Ну, вот такие вот дела. Всем пока. 16 июня
2023 год. Поселок Бельдиби. Время 9 часов 46 минут. Я вот забрался еще повыше. Дорог тут нет. Вот вынужден использовать вот эту вот палку. Вот. Я не знаю, на какой я высоте и как называется местная гора или сеть гор. Всем привет, кто это смотрит. Я нахожусь на горе, в ее низине, вот, ну, сюда, как скалолаз, забраться. Ну, не буквально как скалолаз, а как горный козел с камня на камне прыгать. Вот. Конечно, она вон еще высокая, но понятно, что вот так не забраться. Так, наверное, вам тут не видно. Сейчас я покажу вам более четко. Универсальная держалка, система из скалы и одного камня для камеры. Вот, наверное, видно, да? Вот. Понятно, что там я не буду так лезть. Я вообще хотел найти дорогу, которая вот так как-нибудь извилисто куда-нибудь ведет, на какую-нибудь вершину, но, к сожалению, не нашел. Вот. Кажется, тут их вообще принципиально нет. Вот. Есть в Кемере, там вот, где гора Челыш, но она карликовая горка. По-моему, мне говорили 318 метров, я на ней был. Вот. А вот чтобы вот по таким горам дороги, к сожалению, тут мне такого неизвестно. Ну вот, сегодня 16 июня 2023 года, 10 часов 16 минут. Я постараюсь еще пробраться еще дальше. Вот использую вот эту палку, чтобы шебуршить камни, кусты на предмет змей. Очень стрёмно. Это одна из причин, почему я предпочел бы дорогу, идущую в горы. Ну вот как-то так. Пойду дальше. Поднялся еще повыше. Просто я не знаю, на какой я высоте нахожусь, но я такое ощущение, что я нахожусь на высоте, ну, наверное, ну, может быть, 30-этажного дома. Затрудняюсь точно сказать. Вот. Ну, как-то так. Снова в горы. Вот, я шел и нашел тут, судя по всему, месторождение какого-то минерала. Вот, это смахивает на горный кварц или что-то типа того. Вот обратите внимание, это какой-то минерал. Возможно, горный хрусталь, но белый кварц. Очень интересно. Долго я здесь карабкаюсь. Давайте я лучше покажу виды. Так, надо скорее отойти от этой скалы, а то чуть если камень пролетит. Давайте я вам покажу. Все здесь. Вот по этой горной гряде я поднимался по этим камням. Вот куда я пришел. Вот такая вот здесь красота. Встречал ящериц, одну даже без хвоста.
Змей пока не видел. Так, ну здесь, конечно, не очень удобно. Здесь мелкие камни, они нестабильные. Да. Угу. Вот лезу дальше. Я уже, наверное, на высоте какого-нибудь большого небоскреба. Все, пошел дальше. Бельдиби, Турция, 16 июня. Кстати, вот для сравнения, я там время где-то говорил, чтобы просто вы примерно прикинули, я короткие видео делаю, потом их, наверное, склеим. Сейчас 11 часов 21 минута. Ну вот. Стою я на большом камне. Сейчас пойду вон туда. Посмотрю, что там. Там где-то был интересный камень. Кстати, надо будет его разведать. Ну-ка, может, я сейчас туда пойду. Ну-ка. Давайте-ка я вам сразу покажу. Блин, интересно, на какой я высоте нахожусь. Обратите внимание, облака касаются вершин. Вот этот вот камень с двумя большими щелями, ну там третья видно еще. Хочу посмотреть, что за камень. Чтобы не тратить память, сделаю фотографию. Пора мне возвращаться. Обед наступит через 29 минут. Сейчас 12 часов 1 минута. Естественно, за это время я даже с гор не спущусь. Ну все, с вами был Дмитрий. Я вообще не знаю, где эти видео окажутся. Просто решил для истории так записать. Вот то, что вот человечек решил погулять по горам в Турции. Но вы, если кто смотрит, так особо не рискуйте. Это я такой вот. Потому что это реально опасно. Здесь очень серьезный наклон. Камни могут обвалиться. Это же место оползня. Вот. Ну ладно. Всем пока. Вот. Только что оползень начался. Камни посыпались. Вот только-только я отключил камеру. Слушайте, ребят, отсюда надо уходить. А то какой-нибудь, блядь, здоровый валун мне в голову прилетит. Да. Ну все, всем пока, пора уходить. Так, еще одно включение. Лезу вот через такую вот пещеру. Ущелье. Очень крутой спуск. Здесь явно течет вода во время ливней. Здесь оползни тоже бывает. Вот. Полюбуйтесь. Скалы. Здесь какое-то дерево растет. Какие-то колючки растут. Так, я отсюда вообще вылезу.
Удивительно, что я еще ни одну змею не встретил. В таких местах они и любят обитать. Ой, колючки, колючки. Так, ну я куда-то вылез. Я немножко сбил с пути. Вот по такой расщелине я сейчас спускался. Да. Идем дальше. Фух. Обед уже начался, а я все еще в горах. Все, идем дальше. Всем привет! Сегодня 18 июня 2023 года, 9 часов 5 минут. Нас отвезли туроператор на экскурсию из поселка Бельдиби в Анталию, в старый город. Вот сейчас вот в этом месте будет экскурсия. Вот это вот сотрудник Пегас Туристик. Сейчас будет экскурсия здесь. Так, друзья мои, я хочу представиться сразу. Меня зовут Алтан. Мы моей группой ехали из района Белек и собирали еще отель в Анталии. Насколько понимаю, еще 2 автобуса ехали из района Кемери, здесь встретились, пересекаемся. Дальше уже совместно будем продолжать пешеходную экскурсию в Корее. Видим, что действительно очень богатое место истории. Вот когда говорим про Эфес, это 3-й по величине город вообще для Римской империи. Можно посмотреть около 280 подземных городов. Это города, которые строили первые христиане. И там уже привыкли не только жить совместно, а исповедовать еще и свою веру. Поэтому интересно, важно. Отставать нельзя, можно потеряться. Как не будет, если нормальная история.
только что экскурсовод сказал, что это античный уровень, когда раскапывали. Турция является светской государством. Светский. Поэтому все можно. Можно, да? Нет. Причем Сколько не в каждом Эмирате. Не, можно. Это Просто Ох, какая красота. Вы только посмотрите. Или прямо напротив от вас, точнее, это башня Хыдырлык. Опять башня? Хыдырлык. Ну, это, скажем, древнее сельджукское название, потому что впервые вот тут также имеется архитектура античного строения, древние Анталии. Красивые. Видно, это все Анталия, потому что вот западная часть или пляж Коньяновка, самый длинный пляж, потом начинается уже побережье Кемерских Бог. И самая крутая вершина, как впереди там. там Кемер, да? Да. А тут туалет. Вот такой отсюда вид. Из Анталии. Старый город. Блин, какая же красота. Возможно, это стоило того. Вот где должна быть гостиница. Dost ararsan hoş Mevlana'ya yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Сегодняшнюю дату, 18 июня 2023 года. Сейчас время 10 часов 10 минут. Анталия, старый город. Вот здесь пушки старинные. Видимо, здесь был форт. Вот античная башня. Ну ладно. Поберегу память. Еще много чего записать надо будет. Всем пока. Я сам еду посмотрю. Прошу.
впереди справа. Но если тут жить, конечно, со временем все запомнишь. Вот только вход в медресе успели восстановить недавно. Каратай. Это опять вот и духовная школа, и библиотека, и так живичек. Направо сели. Вот там прямо напротив ступеньки оттуда наверх. Ведь нет, а вы тоже туда пойдете? Да, мы туда. Год, и уже почти 40 метров минает. 39 для нас это важный знак вообще для Анталии. Почему 39 метров и так является средняя высота Анталии над уровнем моря? Не смотрите там на курортных центрах, где пляж на нулевом уровне. Вот сама Анталия, она сравнительно. Я бы, конечно, внизу заснял. Мама использовали, что они водопады. Посмотрите, какой водопад. Какое огромное количество воды выливается. Невероятно. Экскурсовод говорил, я уж не помню, не успел записать, но что-то вроде того, что вода сначала где-то течет снаружи, потом уходит под землю, потом снова выходит наружу. Что-то типа того. Вот где-то под землей есть подземное озеро. Вот сядет аккумулятор, так что я вряд ли смогу все заснять. Ну вот, посмотрите. Анталия, Турция, 18 июня 2023 год. 11 часов 42 минуты. Внизу, если видно на камере, стоит рыбак прямо у подножья водопада с удочкой, кажется, со спиннингом. Так, экскурсовода бы не потеряли. Экскурсовод на месте. Ладно, поберегу аккумулятор. Всем привет! Сегодня 19 июня 2023 год, 16 часов 48 минут. Я нахожусь в турецкой бане, которая называется хамам. В смысле, хамам это в принципе по-турецки баня. Ну, нахожусь я в городе Кемер, Турция. Вся эта процедура стоила $29. И смотрите, что я вам расскажу. Давайте я вам покажу зал. Когда мы только сюда приехали, и когда я вот увидел это здание, первое, что я подумал, что это какой-то храм, типа мечети. Вот. Оказалось, что это такая баня. Вот. Посмотрите, в каком стиле. Вот обратите внимание, сейчас вот я выйду и покажу вам. Далеко отойти не могу, там дорога, но
Самый главный купол не видно, но посмотрите. Это же явно похоже на храм. Вот посередине, там вот за этим заборчиком купол. Но я не могу дальше отойти просто. Я сначала, вот если бы не вот эти картинки, я по ним только догадался, что это баня. А так вот я сначала подумал, что это мечеть или какой-то другой храм. Июня 2023 год, 8 часов 45 минут. Побережье Средиземного моря, Бельдиве. Сегодня большие волны на море. Вот в той стране находится Анталия.